Меня зовут Амир Шейкижанов, я являюсь организатором пространства «Амировка». И мы как-то с моим супругом шли, обсуждали, что вот там есть дрэг, есть как бы разный дрэг, вот, ну и какой-то вот клубный дрэг, он такой более-менее однообразный стал, было бы классно что-то сделать. Потом как-то через какое-то время там, я ездил в Бишкек они организовывали, там, ребята из Бишкека организовывали бал. В традициях бала там нью-йоркских вок-балов, там 80-х, 70-х. И, соответственно, там была тема дрэга. Вот ведущий, он как-то, ну, по своему опыту там, делился какими-то вещами, связанными с дрэгом. И как-то вот мне так понравилась эта его интерпретация, что дрэг — это сторителлинг на самом деле, просто сценический. И как-то вот мы начали обсуждать идею того, что можно сделать, и что все как бы, на манеже одни и те же, и можно дать дорогу новеньким, предлагая им возможности и условия роста. И понятно, что есть как бы международный шаблон RuPaul's Drag Race, но он для профессионалов, он очень сложный. Он непростой, и таких ресурсов сейчас у большинства людей, которые могли бы быть на сцене, нет. И так как бы, пришла идея сделать условия для начинающих драг-артистов и артисток. Меня зовут Мира, мне 20 лет, я живу в городе Алматы. Я документирую нарушения прав ЛГБТ-людей в Казахстане. Также я создаю контент и занимаюсь драг-искусством уже почти 1 год. Меня зовут Ирина, в образе я Эльдар Радо. Я из города Алматы, мне 24 года. Драгом я занимаюсь еще года нет. Салям, меня зовут Дафна Лав. Драгом я занимаюсь месяц. Салям, мен есімім Астрид. Драгпен бір жыл айналысамын. Меня зовут Вика, мое сценическое имя Нуржан. Мне 19 лет, я с города Ташкент, страна Узбекистан. Меня зовут Бланка, мне 18 лет. В драге я уже 3 года. Меня зовут Анатолий, я выступаю как драг-артист уже не 1 год. Мой псевдоним Веганайс. Занимаюсь я этим 13 лет. Вот в сентябре как раз будет ровно 13 лет, как я занимаюсь своим сценическим амплуа, совершенствуюсь в своем образе, ну и дарю людям радость. Впервые о драге я услышала достаточно давно, еще, наверное, лет в 11-12, потому что, я часто сидела в англоязычном интернете и видела разных драг-королев, но я не так сильно интересовалась этим, и я узнала, что в местном алматинском баре квирном Амировке проводится конкурс для начинающих драг-артистов «Драгон», и я ходила на 1-й сезон, и я смотрела, как люди выступают, мне очень понравилось, и я очень сильно вдохновилась, и с того момента я начала придумывать себе драг-персону и придумать для него концепт, что с ним связано, его имя, и потом организаторы уже объявили 2-й сезон, я туда подалась, и вот так зародился мой первый драг-персонаж Шохан, драг-король Шохан. Мои подружки, коллеги по цеху, так скажем, они пригласили меня на шоу и сказали, типа, тебе же нравится, ты же любишь все такое, типа, пошли, есть одно место, где у нас такое есть. Я тогда так очень удивилась, типа, у нас в Казахстане травести? Для меня это был такой шок вообще, то, что у нас это как-то в принципе есть в нашей стране. И мы пришли туда, 3 замужние подружки, а это оказался конкурс. Конкурс называется «Драгон». Я увидела, как артисты выходят на сцену. Это был конкурс для начинающих, то есть любой человек мог прийти, записаться на конкурс и показать все, что он умеет и так далее. И на сцену
вышел мальчик с девочкой, и я смотрю, и вот мне казалось, что это номер девочки. Типа вот мальчика, который в девочку переодевается, это его номер. Но в какой-то момент я поняла, что мальчик, который вышел рядом с ней, это девочка. То есть она меня обманула. Она меня вот на сцене прям обманула, и я вот увидела, что женщина тоже может этим заниматься. То есть все, что я узнала, что это не только мужская работа. То есть вообще травести считается больше мужской профессией, поскольку жанр основоположники мужчины переодевались в женщин и так далее. И я узнала, что женщины тоже могут этим заниматься. Первый раз я увидела драг в нашем местном шоу. Я увидела первый сезон по записям, потом я пришла на второй сезон и начала смотреть уже зарубежные выступления. Мне очень понравилось, потому что это интересная и яркая форма самовыражения, которая мне подходит. А также она подходит мне по духу, потому что мне очень нравится, первое, разрушение стереотипов через гиперболизацию. Второе, мне очень нравится то, что я могу максимально свободно выражать свои идеи. Ну, мне, во-первых, большую часть своего времени я была загнана в мужской гендер, и мне в целом он нравится. Но за счет того, что я вот в него загнан, то есть я должна быть мальчиком, то сейчас для меня драг — это такое изучение своей гендерной подвижности. То есть тут чувствую себя девушкой, тут мальчиком, и какое-то вот для меня это такое исследование, которое мне позволяет чувствовать себя более спокойно, свободно и разнообразить жизнь как-то. Ну, еще я люблю сцену, оказывается. Если прям прокладывать путь с истории, так это же можно начинать вообще с древних времен. Можно вспомнить японский театр кабуки, в котором играли только мужчины. И причем все женские роли исполнялись только мужчинами. Женщинам было запрещено работать в театре. И поэтому, то есть это ремесло не какое-то ноу-хау и веяние 21 века. То есть это испокон веков существует. Даже вспоминая в советское время фильмы даже советского кинематографа, там, все женские роли Бабы-Яги играл Миляр, и то есть это не было зазорно, это было его творчество, это было его ремесло. Ну, это достаточно забавная история. Мне всегда нравилось жанр травести в целом. Я работала в театре небольшое время, и я на тот момент была замужем. Мне нужно было чем-то заниматься, и я ушла в театр. Я работала в пластическом спектакле, в классическом спектакле. И мне жанр травести всегда нравился как вообще то, что оно есть. Потому что это жанр, который включает в себя все виды спектаклей. Что для меня такое драг? В моем понимании, ну и скорее всего во всеобщем понимании, драг — это гиперболизированный образ какого-либо гендера, допустим, женщины, мужчины, или же в целом вне гендера проявления, да, персоны, существа. Также Шоқан — это не просто про какую-то гипермаскулинность, а также это был способ для меня прочувствовать именно свою казахскую идентичность, потому что Шоқан, он у меня достаточно традиционный казахский мужчина, который любит себя, свою национальную идентичность. И я хотела через этого персонажа взять все эти качества себе тоже, потому что я из русифицированной семьи, и я получала этот казахский опыт по минимуму, как мне кажется,
И мне хотелось, наоборот, принять этого больше через выступления под казахские песни, показывая нашу культуру, традиции, но не в каком-то консервативном ключе, а по-своему. Ну, в Казахстане элементарно, далеко не будем ходить, взять фильм «Келинка Сабина». Мужчина же исполняет роль Келинки Сабины. Первые артисты появились, допустим, даже в Казахстане в 90-е годы. Ну вот, как бы один из первоначальников, это, говорю, человек, у которого я когда-то танцевал на танцовке. Это Ася Асеева, которую я считаю своей матерью. И она, ну, до сих пор работает, до сих пор выступает. И один из первых людей, да, в своем возрасте, о котором я узнал как об артисте. Первый раз, когда я там увидел дрэг-шоу, это был год, наверное, 2009 или 2010. Ну, то есть на тот момент Ася как артист уже лет 10 выступала. Это обо мне. Да, вот кто не в курсе, вот это вот Ася есть. Вот по сей день человек работает, и мы вместе выступаем, вместе работаем. Вот у меня есть очень большое желание создавать пространство, которое исключит идею того, что мы маргинальная группа. То есть я не любитель, ладно, это плохое слово, я очень стараюсь сделать так, чтобы люди приходили в пространство, за которое я отвечаю, и испытывали в себе какое-то достоинство. Они чувствовали, что им положена вот эта вся красота, которая есть вокруг, что им положено не мириться с какой-то условной там ущербностью декораций и так далее и тому подобное. И понятно, что мы очень ограничены бюджетом, потому что, в принципе, да, любое шоу, любой дрэк — это, ну, дорогое удовольствие, безусловно. Как для артистов, так и для организаторов. Но, тем не менее, каждый, например, финал мы старались, то есть, честно скажу, у нас кроме первого финала не было ни одного финала, который был бы прибыльным. Они все были убыточными, причем так прилично убыточными. Но само чувство вот этого праздника, когда люди приходят такие: вау, а как вы это сделали? Офигеть, мы там-то или там-то проводим, ничего себе у вас уровень. О, это просто бесценно. Приехал я из России по причине новых законов, которые ужесточились. Вот. И узнал, что в Алмате очень много классных людей, очень приятные коллективы, клубы, в особенности Амировка, потому что, как я посмотрел, в основном клубы в Казахстане не отличаются от московских, а Амировка выходит на уровень уюта, домашних посиделок таких. И мне это место понравилось тем, что здесь ты можешь быть кем угодно, правда. Называть себя как хочешь. Ну, это очень круто. А в Москве себе такого позволить не мог. Поначалу было сложно, потому что взгляды нашей страны все равно немножко такие с постсоветского пространства, то есть менталитет страны очень сильно сказывается. Конечно, очень много народу, кто этого не понимает, не ценит, считает, что это, там, я не знаю, уят, харам и так далее и тому подобное. Ну, я же, в принципе, не делаю ничего плохого. Я выступаю на сцене, радую публику, я не ворую, не убиваю. То есть, в принципе, я делаю то, что приносит людям радость. И поэтому, ну, с годами все равно вот эти рамки немножко стираются, общество становится гораздо современней. То есть, ну, все равно уже популяризация артистов и драг-искусства, и как бы всей травести культуры, оно уже разрослось настолько, что это уже не считается чем-то таким-то зазорным. И поэтому как-то с этим всем становится гораздо проще, потому что, ну, даже взять многие мероприятия, которые, допустим, у нас проходятся в Алматы, то есть если раньше мы выступали в каких-то определенных тематических клубах, на тематических вечеринках, то сейчас уже это происходит как-то более распространенно, нас приглашают на свадьбы в качестве шоу-пародий, то есть, да, мы еще шоу-пародиями занимаемся.
Я понимаю, что мы только развиваем драг-культуру в Казахстане, но все-таки нас не до конца, что ли, ценят в этом плане. Вот, в целом артистов, мне кажется, это связано не только с драг-артистами, но и в целом с музыкальными артистами, вообще со всеми людьми творчества. Ну, это занятие не из легких, это занятие не для каждого возможно, типа, не у каждого хватит сил. Много кто начинает, но много кто бросает. В Казахстане, насколько я знаю, был лет 20 назад King, но долго не просуществовал. Появляются вот там первый сезон, второй сезон, третий сезон, тоже появляются кинги, но по тем или иным обстоятельствам карьеру либо не продолжают, либо там выступают редко, либо еще что-то. Я столкнулась впервые со сложностями, я попала в клуб, то есть с победой во втором сезоне «Драгона» я получил контракт в гей-клубе, и у меня там мои коллеги, естественно, были травести, дивы, с высоким стажем, и они мне считаются драг-мамами. Есть определенная иерархия в этой культуре. Если ты приходишь в жанр, всегда будут артистки, которые старше тебя, и они тебя наставляют, где-то обучают, где-то помогают, они считаются тем мамами. Когда к тебе приходят ребята, которых ты наставляешь и обучаешь, ты им считаешься родителем. В моем случае папа. То есть вот есть определенная иерархия. И я невероятно благодарна своим двум мамам, это Тори Свит и Сара Дип, в каких бы мы там ни были отношениях, терках, потому что это жанр выживания, я бы так сказала, потому что, к сожалению, в Казахстане не то чтобы из-за конкуренции, скорее всего из-за дедовщины дивы себя жрут, то есть идет какое-то соперничество между дивами. В принципе, кто-то кому-то не понравился, кто-то у кого-то там платье лучше, вот это постоянная зависть, потом это все-таки клуб, это ночная работа, это алкоголь, это сомнительный образ жизни, и оно все очень сильно подкосило меня, и я увидела этот жанр с той стороны. Это был мой первый опыт работы, как таковой работы, потому что конкурс это, ну вот, ты сделал образ, ты выступил, показал все, что у тебя есть, и все. А работа это вот тебе за это деньги платят. Ты должен делать то, что от тебя хотят. И ты продукт, который потребляют люди. Наверное, самые главные сложности это вообще просто объяснить, чем я занимаюсь, потому что очень много людей из моего окружения вообще не представляют, что я делаю и чем я, собственно говоря, промышляю в этом месте. Это, наверное, самое сложное. Қиындау болды, себебі драгпен айналысқан уақытта мен каминг-аутым болды. Мен анама айттым кім екенімді. Ол бірінші ұрыспен қабылдады. Сол үшін мен достарымның үйінде бір ай тұрдым. Бірақ та сосын бір-бірімізді сағынып, ол маған көмектесті. Мама помогала мне шить костюмы на полуфинал и финал третьего сезона шоу. Я безумно ей благодарен, потому что человек, воспитанный в постсоветском пространстве, смог принять двух детей, которые относятся к ЛГБТ-комьюнити, и я считаю, что это подвиг с ее стороны. Куда больше деньги, да, уходят? Я их получаю или, наоборот, вкладываюсь в свои образы. Да, к сожалению, драг-артистам платят очень мало, только если, допустим, не пионеркам, то есть очень давним драг-артисткам, да, ну, как Vegan Ice, там другие артистки, ну, то есть из 90-х, 2000-х, которые начинали тогда. А новая волна драга в Казахстане, к сожалению, по моему опыту, нам не доплачивают и часто предлагают выступать за бесплатно. Я тоже выступала пару раз за бесплатно, но потом я поняла, что это очень-очень энергозатратно, в целом по финансам затратно и по времени тоже. И я поняла, что я больше не буду и не готова выступать просто так.
там за напиток или еще за что-то, потому что, ну, это действительно искусство и это работа. Я без сомнения, без зазора могу сказать, что я занимаюсь любимым делом. То есть если изначально это было какое-то хобби, у меня было дополнительных много работ, то есть я этим занимался очень редко, когда просят, приглашали. Это требовало больших вложений, соответственно, я на этом столько не зарабатывал изначально. То есть это были вливания денег с других сфер. То есть когда я работал хореографом, потом я работал в салоне красоты, потому что отучился на визажиста, на хейр-стилиста. И эти деньги как бы вливались в мое творчество. То есть это было непосредственно хобби. Конечно, не считались ни суммы, ничего. А со временем это стало приносить доход. Как говорится, сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Ну, я думаю, однозначно, дрэг — это, если не ребенок, то племянник квир-комьюнити. Безусловно, это такой способ самовыражения. Моя фантазия, я не историк ни в коем случае, тем более не квир-историк, но моя фантазия из того, что я видел, что дрэг — это было безопасное пространство для многих небинарных и трансгендерных людей поискать себе в безопасной среде формы самовыражения. То есть, кроме того, что это как бы, ну, для какого-то количества людей это был сценический какой-то опыт, сценический образ, способ самовыражения, вот моя фантазия такая, что это как бы способ прожить ту жизнь, которой хочется наслаждаться постоянно. Поэтому все-таки я считаю, что это вид искусства, который, ну, если не вышел, то во многом сформировался именно в квир-культуре. Конечно, я считаю, что драг-культура — это напрямую она напрямую связана с квир-сообществом, потому что изначально драг, он, да, выходил от ЛГБТК+ людей. Конечно, везде по-разному, в разные годы, и не только там в США, в Европе, но и также у нас. Я думаю, всегда были драг-артисты, но, возможно, они просто по-другому себя называли. Но если не углубляясь в историю, то да, драг и квир-культура, они взаимосвязаны, и да, это как две семьи, родственники. Я считаю, что драг-культура — это неотъемлемая часть ЛГБТ-сообщества. В любом случае, как я уже говорил, что да, благодаря движению драг-артистов и этой культуре в 80-е годы, да, там в Америке, этим они заявили какой-то свой манифест, который они вынесли против общества для того, чтобы донести какую-то свою мысль, обозначить свою видимость, обозначить свою позицию. И, то есть, да, грубо говоря, благодаря высоким каблукам, высоким парикам, платьям, стразам и блесткам квир-сообществу получилось донести до большинства общества, что есть такие люди, что это тоже люди, что к ним нужно относиться уважительно, что люди ничего из себя плохого не представляют. Многие друзья, которые типа, фу, гей, это вообще, типа, как так можно, приходят, потому что не только геи занимаются драгом. У нас есть вот и гетеросексуальные женщины, и гетеросексуальные мужчины, которые этим занимаются, и гомосексуальные, и бисексуальные, и асексуальные. У нас все люди, вот все, что собрались рядом с нами, которые вот нас окружают в нашем пространстве. У нас безопасное пространство. И в основном есть очень тупой вот этот вот стереотип из гетеросексуального мира, я их вот так вот немножечко разделяю, что они там размножаются, они вот друг друга заражают вот этим гейством, они вот типа детей вот на это подсаживают, зачем показывать это детям? И начинаешь вот эти вещи объяснять, и вот все думают, что сюда приходишь, и тут вот секс, разврат и содомия, все голые друг на друга скачут, спид просто вот так вот летает, крылышками машет, и вот так вот всех заражает поголовно.
И вот этот вот дебильный стереотип, когда люди сюда приходят, они думают, блин, это так здорово, потому что здесь есть все. В целом, как бы Амировка сформировалась вокруг вот этой идеи того, что это должно быть место, где безопасно людям, где комфортно людям быть собой, и где можно не бояться осуждения и не бояться атак. Честно говоря, когда была кибератака, я старалась не читать ничего такого, потому что, я понимаю, чего мне стоит ожидать. Но я случайно наткнулась на 2 комментария, чисто случайно. Там было написано про автоматы, про расстрел таких людей, как я. Я помню комментарий, что мне написали, вот, ее уже не спасти, что-то наподобие такого. Сейчас происходит, мне кажется, это такой большой фундамент, если уже не первые этажи какие-то, чего-то нового. Безусловно, нужно понимать, что как бы Драгон немножко специфичен, он такой очень театрализован, то есть в нем, несмотря на постоянные эксперименты, в нем устоялись какие-то новые, каноны, и классно, когда приходят артистки, которые тоже пытаются пересмотреть и сломать. Вот. Но в целом, я думаю, что формируется сейчас что-то такое, не то, что формируется, есть уже артисты-артистки, которые могут показать что-то, чего не было до этого вообще. И это безумно круто, мне кажется. Смотрите, я считаю, что как ремесло в Казахстане, я думаю, что это будет в любом случае развиваться, как в любом современном обществе. Как бы то ни было, Казахстан считается светским обществом в любом случае, то есть мы же все равно развиваемся, и то есть наша молодежь, она к культуре, к вот этому всему постепенно, но приходит. Соответственно, и это ремесло в любом случае будет развиваться. Я вижу огромный потенциал в нашем квир-сообществе Казахстана. И не просто потенциал, мы уже развиваемся, мы создаем крутые проекты. И родилось за последние годы столько классных дрэг-артистов. И я верю, что это только начало, мы двигаемся вперед, и нас ждет классное будущее, светлое. Драг — это, по сути, искусство. То есть мы можем показать театральный номер, можем показать смешной номер. И, в принципе, можем просто передать искусство через эту форму. А искусство — это язык, который понятен всем. И в итоге через язык, который понятный всем, можно до далекого от ЛГБТ-мира доносить, что это тоже очень здорово, прекрасно и замечательно. Что на самом деле геи, лесбиянки, трансперсоны, бисексуалы тоже могут так же искренне и интересно чувствовать, как все остальные. И это очень классно. Я видела, как на моих глазах просто мое окружение меняет мнение, смотря выступление. Это очень круто. Это самое светлое. В первую очередь хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало добро. Чем больше добра, тем добрее мы будем относиться друг к другу. И тем больше будет мира у нас в жизни, в глазах, в людях. Занимайтесь своими любимыми делами, никогда не занимайтесь осуждением людей. И тогда вам будет легче жить, и любите все, что вы делаете, искренне и по-настоящему. И тогда это будет приносить свои плоды. Спасибо огромное. Veganize.